Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что произойдет до конца июля? Неожиданные события ближайшего будущего. В одном раскладе два. И первый, это у нас будет цыганский старинный пасьянс. Он у меня очень много лет. И вот неожиданности мы посмотрим на картах Таро. Давайте узнаем, так что же там произойдет до конца июля. Конечно, останемся реалистами. Но астрологически, ну где-то астрономически, новолуние. Но новолуние в знаке Лев. Это наши амбиции, это наши желания, чего мы хотим и чего мы точно не хотим. Энергии, именно энергии эмоций могут быть очень такими сильными. И как мы с чем-то не согласны, или наоборот, с одной какой-то позицией согласны. Ну, тут надо, видимо, держать придется марку, баланс. Мы можем и столкнуться с людьми, которые мы называем, ну, как токсичными людьми. И нам тоже придется, видимо, осанку держать. Могут и бывшие вернуться, кстати. И нам тогда напоминают, что если была какая-то проблема, ну, вряд ли проблема куда-то ушла сама по себе. Скорее всего, нам придется, ну, понимать, на некоторые вещи смотреть вот так вот здраво. Но это все, что в вашей власти, мои дорогие. Вы как раз умеете даже видеть не то, что вам демонстрируют, а то, что пытаются скрыть в тени. Вот это точно не ускользнет от Скорпиона. Ладно, давайте будем узнавать. Но есть какой-то союз, как прочный. По кольцу именно прочный союз идет. Ладно, идем дальше. Что еще нам расскажут карты? Что за период? Прочный союз, конечно, у кого-то может быть и по работе, и одновременно и в личной жизни. Но вот вообще я должна сказать, может быть, благодаря вашей интуиции. Вы предвидите, и теперь некоторые ситуации раскрываются, да, продолжаются, а вы видите, откуда ноги растут у этой ситуации. Почему так говорю? Прочный союз, как будто вам все понятно. И одновременно, я уже не переворачиваю значение, вот именно в одном квадрате. Свеча, спокойное течение жизни. Может быть еще и одновременно какое-то знакомство. И цыганка, образ цыганки. Наверное, поэтому пасьянс цыганским называется. Хотя прописано лицо. Все. Имеется в виду тот человек, который нами еще пока не изучен. Знакомство состоялось, но мы его еще не знаем хорошо. Ну, у кого-то и личная жизнь, у кого-то просто новые люди, новые персонажи какие-то в вашей жизни появляются. И тут тоже не торопиться в плане мнения, потому что, ну, кто знает, может быть, и будет развиваться какая-то история. Дайте человеку раскрыться с разных сторон, чтобы его лучше понять. Или понять, как с ним строить отношения. Вот правда, на самом деле мало значений. И когда мало значений, уже знаю по практике, как вот эта свеча, спокойное течение жизни. И это уже тоже хорошо. В наше неспокойное, турбулентное время. Тем не менее, давайте посмотрим. В нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды по горизонтали и по вертикали. Что же тут у вас еще сложилось? А ведь и правда спокойное течение жизни. Вот смотрите, подкова. Это как и символ домашнего очага, где-то не без этого. Семейное счастье, может быть, контакты с родственником, с детьми, а, обустройство дома или какие-то темы, вот именно дом, стены, ну или домочадцы. Тут у каждого по-своему. Кто-то будет улучшать жилищные условия, а кто-то просто, может быть, дом делать, именно вот как-то обустраивать по-своему, новая степень комфорта, а кто-то рабочее место на дому обустраивает. Ну, тут самые разные намерения и цели. Так что же тут еще? Не вижу пока совпадений, правда. И вы знаете, вам хочется сказать, вам никто не мешает. Вот я смотрю на хотя бы на те значения, которые могут выпасть и иметь как предупреждение. Ну, нет, ни одного такого у вас, мои дорогие скорпионы, не выпало. Ну и хорошо. И пусть тогда и неожиданности, мы с вами идем вперед, сейчас посмотрим неожиданности. Будут только в виде приятных сюрпризов и радости. Итак, неожиданные события в ближайшем будущем.
неожиданности до конца июля. Что это для вас может означать? Любовь, взаимопонимание, эмпатия, гармония, радость, ну и так далее. Конечно, это жизнь личная, потому что любовь, но еще и двойка кубков– это взаимодействие, это правда прочный союз. У кого-то это может быть прочное партнерство по части работы, бизнеса, ваших далеко идущих планов. У кого-то может и человек из прошлого вернуться, или вы можете пытаться, ну, какие-то точки взаимодействия искать, этого я тоже не исключаю, но все же в этой колоде шестерка кубков– это карта больше радости. И взаимоотношения, те, которые не строятся на меркантильности, вот на искренности. Потому что двое детей. Именно в детстве мы свободны от вот этой прагматики такой материальной, сухой, жесткой. А искренность– это то, что бесценно, по сути дела. Это то, что невозможно измерить или уложить в какую-то материальную плоскость. Но именно это и ценно, это ибо означает и прочные союзы, и искренние отношения. Может быть, в неожиданностях, даже если человек какой-то возвращается, и у вас с ним связывают приятные эмоции, не отказывайтесь. Нам ведь тут ни одна карта не говорит о том, что вы должны как-то это оттолкнуть. Может быть так планетарно, что если люди вернулись, значит зачем-то это нужно. Либо вы не все аккорды расставили заключительные, либо, может быть, и у человека какой-то свой гештальт в отношении вас. Вот интересно, давайте еще одну карту достанем. Неожиданности. Здесь как колесо фортуны. Здесь фортуна может быть. Может быть, завершение, я такое допускаю, какой-то прежней ситуации. А может быть и перевод отношений на новый уровень. И этого я тоже не исключаю. Ведь когда выпадает карта колеса фортуны, это именно фортуна идет вам сейчас как в плюс. Вот это колесо всегда имеет цикличность. И мы знаем, колесо идет наверх, достигает пика, потом неизбежен спад. Так вот, когда карта приходит в расклад, у вас сейчас период, когда вы на подъем идете. Карта напоминает, что тут какие-то неожиданности могут быть, ведь сама по себе карта неожиданностей, но это еще и карта скорости. И тут, правда, от чего-то нельзя отказываться. Может быть, вы и не видите, может быть, вы хотите что-то сделать по-своему. Позвольте судьбе где-то провести вас той цепочкой развития событий, как это, как вот предначертано, мы говорим, да? Потому что потом не будет какой-то возможности, это точно будет спад. Или ты можешь упустить время. Понятно, что тут у каждого будет по-разному, но почему-то вам вот этот аркан выпадает. Вот интересно. Я так вижу, это именно сфера взаимоотношений. Нам не говорят, хотя две карты кубковые. Мы можем сказать, что это больше вопросы дома, личной жизни, любви, эмпатии, радости, счастья, искренности, ну, до бесконечности. Тут именно какая-то фартовая ситуация. И что для вас вот? И вот выпадает аркан правосудия. Вы знаете, вам какой-то человек может, как и вернуться по судьбе, я сказала. Но, может быть, и дан по судьбе. И мы тут никого не переделываем, понимаете? Вот самое главное. Вас воспринимают люди или конкретный человек таким, какой вы есть. И любовь нам показали, значит, любят просто потому, что любят. Такой, как, или такая, какая вы есть. Здесь могут быть все же аркан правосудия, старшие арканы и рядом колесо фортуны. Я допускаю. Ведь правосудие– это как закон кармы. И если мы сделали что-то очень хорошо или правильно как-то поступили в прошлом, то жизнь, Вселенная нам возвращает эту возможность, пусть в виде другого человека или как сама по себе возможность через руки даже других людей. Не тем, кому вы помогали, оказывали содействие или участвовали в жизни, а просто вот есть что-то, когда вы, возможно, даже забыли, вы сделали что-то хорошо. И теперь Вселенная желает вам счастья. Конечно, по этой карте бывает и такое дежавю, когда мы где-то там наследили, в чем-то мы ошиблись, и нам теперь могут вернуть высшие силы какую-то ситуацию на доработку. Но мы больше спрашиваем, ну, где-то как совет, знаете, держитесь закона. Все же правосудие вполне такая конкретная карта, она говорит о том, что
Ты должен что-то сделать, Скорпион, по закону. Может быть, это то, что прописано конкретно на бумаге. Может быть, это и вопросы у кого-то банально по части жилья, согласование, походы по инстанциям, подписание каких-то важных бумаг, документов. У кого-то, может быть, и с финансами связано, да. В конечном итоге мы ведь тоже можем вот это благополучие или вот то, что вам подкова. Это удачный период, в принципе. Вспомните, раньше подкова ассоциировалась как... Сейчас все реже слышу этот символ, но раньше считалась подкова как на счастье, да. Но вот какой-то удачный момент все-таки до конца июля он присутствует. И здесь нужно воспользоваться этой возможностью или то, что вам идет, может быть, и само в руки. Может быть, и даже если вернулась какая-то ситуация на доработку, так тоже больше ясности. Тут не время, понимаете, утрамбовывать какую-то проблему. Тут наоборот, вынести на поверхность и, по крайней мере, для себя точно знать, куда дело идет, да, или к чему оно идет, для чего это все было нужно. А может быть, навести баланс в собственной жизни, и даже если мы что-то завершаем по аркану правосудия, ну тогда и для нас жизнь с правильной ноги начинается. И свято место пусто не бывает, если вдруг, хотя ни одна карта не говорит, что что-то уходит, но вот какие-то штрихи такие окончательные все-таки по правосудию мы можем подводить. Может быть, это у кого-то даже банально, мои дорогие. Вы знаете, мы ведь все разные. Может быть, у кого-то бракоразводный процесс. Причем тот процесс, когда, ну, к сожалению, так тоже в нашей жизни бывает, когда была прежде история, была такая история восхитительная, да, когда были чувства, была и любовь, но потом все это сошло к нулю, и де-факто любви нет, даже взаимопонимания нет. И вторая сторона, вы уже сделали свои выводы и выборы, вы уже не продолжаете отношения, и де-юре их уже и нет фактически, де-факто точнее, а де-юре вы еще замужем или наоборот вы женаты. И вот эти какие-то разбирательства, которые длятся в суде, очень долго могут проходить. И теперь вы понимаете, что ну все, уже, может быть, за этот период у вас уже вообще изменился всяческий интерес. Может быть, и остались какие-то вопросы нерешенные. Ну, значит, их, может быть, и подытожить нужно. Причем сделать как-то красиво, элегантно у вас будет возможность. Но для кого-то закончатся вот эти тяжбы. Я такое тоже могу предположить. И, может быть, уже за этот период ведь иногда суды длятся годами. И у кого-то это уже на смену тому прежнему партнеру за последний период уже и другой есть человек. И вы уже четко знаете, в каком направлении вы будете развивать эту историю. Вы хотите быть вместе, может быть и так. Но для вас все-таки законодательные какие-то акты, они имеют смысл. Будьте внимательны. Ладно, давайте мы узнаем знаки судьбы. Ну, это как карты совет. Что нам подскажут? Знаки судьбы. Первая карта. Король мечей. Где-то вторит всему тому, что я уже сказала. Очень часто это юристы, адвокаты, судьи. Или это те дела, когда мы вынуждены какие-то согласования проводить. Безусловно. Если мы и рассматриваем как знак судьбы, что-то сделать рационально, правильно, по закону, по традициям, может быть, как принято в менталитете, в той местности, где вы проживаете. Для кого-то из вас могут быть вопросы, связанные с здоровьем, например, да? И карта не говорит, что мы болеем. Но если кого-то вас беспокоят, некоторые симптомы имеются, не надо додумывать. Тут время все расставить по местам. И то, что было на уровне предположений, или то, что вы утрамбовывали в себе и думали, само пройдет. Ну, вот я на примере здоровья. Нужно обратиться к специалисту, только врач может оценить объективно. Объективизм по этим двум картам идет. И у кого-то он будет касаться личной жизни, а у кого-то он будет работы или каких-то важных бумаг. Вот такой знак судьбы. Правда, надо поступать по закону, по регламенту. Знак судьбы. Рассмотри новые варианты. Поэтому, если вдруг кого-то накатило, бывает такое хандра, мои дорогие, нет, тут у вас, вам жизнь преподносит какую-то совершенно новую возможность, новую палитру взаимоотношений, новое качество жизни. Кто-то может подзастрять. И тогда вот эти холодные энергии рационализма. И, кстати, новолуние во Льве заставляет нас подумать о самом себе. Сломать, например, какой-то шаблон,
шаблон мышления у людей, стереотип. Вы можете прийти к выводу, что ну да, меня люди воспринимают однобоко, мне это конкретно мешает. Тогда нужно не сидеть, думать и где-то там прятать свои воспоминания. Наоборот, нужно понять себя самого, что вызывает вот эти негативные эмоции. И, может быть, когда мы меняем имидж, мы меняем, ну, вообще образ жизни, меняем какой-то свой порядок, уклад, вот что-то даже такое на более глобальном уровне, для кого-то до конца июля, может быть, мои дорогие скорпионы, когда вы, а вы люди сильные, если скорпион сказал самому себе, вот так не будет, даже если какая-то зависимая ситуация, скорпион, пожалуй, один из единственных знаков зодиака, который может это преодолеть. Опять же, потому что вы умеете подводить красиво итоги. Ваша планета, управитель Плутон, вам позволяет красиво ставить точки и больше к этому не возвращаться. Вы умеете руководить собственной жизнью, значит, вам это помогает. Но пока мы дойдем до этого решения, вот часто эмоциональное выгорание или какую-то апатию, или когда вот говорят, руки не идут. В русском языке есть такое странное выражение, да, руки не доходят. Казалось бы, при чем тут доходят и при чем тут руки? Но я думаю, что меня все понимают правильно, что вот мы никак не можем отойти от какого-то шаблона. Вот нам совершенно в другом направлении, как будто достаточно просто повернуть голову. Вот такой знак судьбы. Знак судьбы еще, двойка пентаклей. Вот смотрите, казалось бы, жонглер, да, жонглирует двумя пентаклями. А ведь, по сути дела, эта карта говорит о легкости на подъем. И это очень символично, потому что у вас колесо фортуны. И знаете как? Проба пера или начало чего-то нового. И пусть не в этой колоде, в другой, но по двойке пентаклей нам дают такой совет. Пробуй, пока не получится или не надоест, мои дорогие. Быть легким на подъем для тебя сейчас главное. Но, видимо, есть какая-то замшелая история, которую вам точно нужно завершить. Давайте еще заключительную одну карту. Ну вот на кону ваше счастье, десятка пентаклей. Это и то, что в доме, и сам по себе дом, да, я говорила, недвижимость, не случайно у вас выпадает подкова. И это в целом ваше благополучие. Это уверенность в дне сегодняшнем и завтрашнем. Это ваше окружение, именно ближайшее, кому доверяете вы и кто любит искренне вас. И это вот всячески нужно в этом направлении. Я должна сказать, для вас вторая половина 2025 года, даже по энергетике планетарных транзитов, это вопросы личной жизни, дома и взаимоотношений именно с любимыми людьми. И поэтому, если кто-то там в одиночестве подзастрял, меня ведь смотрят разные люди, но все-таки жизнь, она многогранна. И пусть у нас где-то успех там по финансам, по работе, там, по творчеству или каким-то достижениям, но счастья полноценного мы не испытываем. Почему? А это потому, что включает в себя эмпатию, приятные эмоции. Когда с нами не кто-то может разделить, когда нам плохо, тогда сюсюкать могут все. Ой, как тебе тяжело, ля-ля, вот такое что-то. Да, согласитесь со мной. А вот для вас будет очень важен тот человек, который за вас умеет искренне радоваться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.